Hola, amigos! Этот день должен был стать самым тяжелым в поездке по Патагонии, но такой жести я не ждал. Но обо всем по порядку. Вчерашний вид на Фицрой на закате только добавил мне желание подняться к озеру Делос-Трес. Проблема была в том, что это хайк туда-обратно на 22 километра с перепадом высоты 800 метров. Выходить надо бы в 6 утра, а прогноз обещал утром дождь. В 5:30 утра небо еще было полностью затянуто, но в начале 8-го я все же решился пойти в горы. Решил дойти до лагуны Капри, а там уже по ситуации решить, возвращаться или идти дальше. Время 7:40 утра. Дождя вроде нет. Тучки тоже немножко ветром расфигачивает. Народу в парке тоже нет. В общем, попробуем дойти. Первые километры шли легко. Погода налаживалась, виды радовали глаз. Так что я решил таки дойти до верха. Первые 9-10 километров через холмы и лес прошли без напряга. Но последний километр приготовил сюрприз. На нем надо было подняться вверх на 400 метров. По камням, как по крупным неровным ступенькам, норовящим ускользнуть из-под ног. Этот участок занял где-то час, если не больше. В целом подъем дался довольно тяжело, хотя и не так, как 12 километров на Мутновский летом. В общем, возраст уже дает о себе знать. В такие походы нужен нормальный рюкзак с поддержкой поясницы и палки. Добрался до озера Делос-Трес. 11 километров, перепад высот 800 метров. Прошел за 4 часа 9 минут. Все бы хорошо, но Фицрой затянут в облаках. Спасибо, хоть дождя нет. Оставался путь обратно, еще 11 километров. Или, может, не обратно. Фишка в том, что там есть еще один интересный маршрут, мимо ледника Пьедрас-Бланкас. Вот только он идет от лагуны Делос-Трес на север, а не на юго-восток, куда мне нужно было вернуться. По карте он выходит к трассе 23, рядом с отелем Эль Пилар. То есть там есть какая-то цивилизация, так что можно будет что-нибудь придумать, чтобы вернуться оттуда в Эль-Чельтен. Подумал я и пошел на север. Вышел к мотельчику Эль Пилар. На самом деле думал, здесь будет какая-то цивилизация, что-нибудь в этом духе. Нифига, поэтому сейчас целая проблема, как отсюда уехать, потому что до парковки, где стоит мост, 15 километров пешком. Проблема еще была в том, что по ногам и дыхалке 22 километра я выдержал нормально, а вот спина от неудобной сумки с дроном в 2-3 килограмма уже очень настойчиво требовала отдых. Последние пару километров я уже не знал, куда девать эту сумку. Такси приехало через полчаса. Менеджер отеля вызвал машину для меня и пары своих постояльцев, которые также планировали выбраться в Эль-Чельтен. Дорога до города оказалась разбитой гравийкой, так что 14 километров мы ехали еще полчаса. Развлекались в пути общением. Я с парнем из Германии на английском, а его супруга, учитель испанского, с водителем такси на испанском. За вещами в отель в итоге я вернулся только в 5 часов дня, а мне еще надо было проехать 410 километров до следующего отеля. И все это по руте 40, которая явно ждала меня с недоброй ухмылкой и боковым ветром за пазухой. Так что никакого отдыха и ужина. До отеля надо было доехать засветло. Шанс домчать часа за 4 есть. Нужно только больше смелости и уверенности. И я полетел. До выезда на Кваренту ветер был попутным, и я нормально так наглел в плане скорости. Я уже даже прикидывал, будет ли у меня время поужинать в городке Гобернадор Григорес. Там у меня была запланирована последняя заправка перед отелем. Но... «А насколько хорошо ты меня знаешь?» – спросила Рута 40. И показала сбоку от дороги табличку «Конец асфальта». «Это же как раз то, о чем ты мечтал», – сказала Рута. «Это же пи***ц», – подумал я. Надежда на то, что это всего лишь маленький кусочек дороги, умерла довольно быстро. По факту оказалось, что этот участок гравийки 72 километра. 72 гребаных километра на мото по гравийке с колейностью под боковым ветром. Да я уже через 5 километров мечтательно вспоминал тот участок после Эсперанцы, который был 2 дня назад. Только выберешься на центральную колею, тебя ветром на 2 колеи направо, и ты просто молишься хз кому, чтобы удержать баланс во время вынужденного перестроения через рыхлый гравий. 72 километра. По краям дороги шикарные виды с подсветкой от заходящего солнца, живописные пылевые полотна, поднятые ветром и идущие поперек дороги. А у меня мысли только о том, чтобы держать ровную скорость
и держаться всеми правдами и неправдами подальше от правой обочины. Я уже успел поверить, что такая дорога будет до самого губернатора Григорес, но Рута 40 сжалилась, и последние 50-60 километров до заправки прошли по отличному асфальту и с попутным ветром. В итоге в 21:30 я был еще в 120 километрах от отеля на заправке в губернатор Григорес. По-быстрому заправил мод, закупился водой с батончиками, вытряхнул кирпичи из штанов. Доехать до отеля до заката я уже не успевал, доехать бы хотя бы в сумерках. И, пожалуйста, не надо больше гравиек. Отель Лос Харкетас, в который я ехал, стоит отдельного упоминания. Когда я показывал его друзьям и коллегам, у всех была только одна ассоциация – фильм «От заката до рассвета». Одинокое, но очень колоритное здание сбоку от шоссе посреди пустыни. И вообще ничего вокруг. Ближайшая жизнь – это как раз губернатор Григорес в 120 километрах к югу и какая-то заправка с мотельчиком в 110 километрах к северу. Но по логистике это было очень подходящее место и очень популярное у байкеров. В общем, место невероятно крутое, поэтому еще летом я списался с отелем и забронировал у них номер. И вот я опаздываю в этот отель. Дорога, к счастью, была дальше только с хорошим асфальтом, но к отелю я приехал уже ближе к 11 ночи. И вот подъезжаю я в ночи к отелю, а там ни одного светящегося окна. Неужели не дождались и легли спать? А как же выступление Сальмы Хайек с удавом? Но реальность оказалась интереснее. Этот отель был закрыт. Вообще закрыт. Там не было ни единой живой души. Все двери закрыты, заколочены. Вокруг отеля нет одного авто. Посветил несколько окон фонариком, там только мебель и какие-то следы ремонтных работ. Итак, дано. Заброшенное здание в пустыне, время 11 ночи, темно, холодно, где-то плюс 5, плюс 6. За плечами 22 километра по горам пешком, 72 километра мотоборьбы с ветром на гравийке, ноющая спина и почти закончившиеся силы. Вопрос, что делать в этой ситуации? What's the matter with you? Are you crazy? Why, out of all of the godforsaken holes in Mexico, do we have to meet here? One place is just as good as another. You've never been here before. No. I drove by it a couple times. Первый вариант, который пришел мне в голову – взломать окно или дверь и залезть в пустое здание и переночевать. Чревато, конечно, разборками с полицией вместо сна, да и сам сон под вопросом. В здании наверняка так же холодно, как и на улице. Второй вариант – поехать дальше вперед еще 110 километров до следующей заправки, переночевать там. Но что, если заправка закрыта? А если не закрыта, не факт, что заправка крытая. Да и ехать 110 километров – это минимум еще час. Третий вариант – проехать обратно 120 километров до заправки губернатора Григорес. Там заправка крытая, теплая и точно работает. Плюс, вдруг там в городе мотель какой есть. Да, это тоже ехать больше часа, но еще и назад. Зато дорога точно хорошая, и есть хорошие шансы на сон. Для совсем уж захватывающей истории было бы, конечно, интересно выбрать первый вариант, но я выбрал минимум рисков, поехал обратно. И ехалось очень тяжело. Уже полностью стемнело, усталость дикая, еще и опять боковой ветер прямо перед городком. Доехал из последних сил. И тут приятный сюрприз. Прямо напротив заправки оказался мотель с очень актуальным в этот день названием – Рута 40. Менеджер был на месте, свободный номер тоже нашелся. Еще никогда в жизни я так не радовался горячему душу и мягкой кровати.